Интересно, ну, именно вот это коротенькое расследование, что произошло, умерла ли она, кто стоит за этим взрывом. Потому что если посмотреть первые кадры, когда он вышел из машины, ну, это какая-то актерская игра. Это Мгм. не разбитый горем папаша, это точно. Первые новости были, что Дугина погибла, что даже один пепел остался от взрыва, даже трупа нет, типа. А потом ее похороны, и она вот целенькая лежит. Мгм. Виктория, ты в эфирном пространстве. Мгм. Что ты видишь, Виктория? А вижу какой-то туннель, по которому как будто бы я лечу быстро. Так, Виктория, куда ты летишь? Посмотреть на смерть Дугиной. Мгм. Хорошо, Виктория. Давай на счет 3 мы окажемся в том событии, где произошел взрыв, якобы убитой Дугиной. На счет 3 ты это увидишь. 1, 2, 3. Подожди, прямо в этом взрыве или со стороны посмотреть? Событие. Со стороны посмотри, Виктория. Что произошло там? Так, сейчас я вижу, как пожарная машина Мгм. тушит шланг. Вижу, люди стоят. Мгм. Вижу, стоит этот ее отец, вот так голову держит. Он Мгм. и сразу идет от него такая подключка в сектор магии по отношению к этой машине. А от него такая а, сектор интерферентов, и там такой, как тумблер. Так. Слышу, подстроено. Я вижу там какой-то человек, мужчина, находится в какой-то, как будто бы камуфляж, я слышу. Какой-то камуфляж. Мгм. Так, кто этот человек? Я ему приказываю проявиться. Он говорит, что он исполнитель, и слышу слово, он говорит, что ему дали взятку. Вот это Дугин дает ему деньги, чтобы Так. он взорвал дочь. Мгм. Так, спроси у него, а он знает, что он должен взорвать живого человека? Он говорит, кукла. И Мгм. я вижу, как такая фигура, как палочки, такой, как будто деревянная голова или шарик, какой-то шарик на палочке, и этот шарик на палочке одевает платочек, и он считывается как Дугина. И Мгм. вижу, как идет подготовка к этому взрыву, и эту как куклу как будто, как-то пристраивают, тренируются то туда, на переднее сиденье ее. Вот так, вот так. Мгм. Вот. Так, хорошо, Виктория. Тогда обратись к отцу Дарьи, найди его в эфирном пространстве. Ну, вот он стоит, М. эта картинка во время взрыва, и у него рука вот так левая тянется к этому тумблеру. Так. А в эфирном пространстве он считывается, а, ой, ну, такие слова. Выглядит как лепешка такая черная, Мгм. распластанная, а, как крышка портала. Интересно. Мгм.
Вот в секторе магии как труба такая, портал открытый. А он как крышка на этом портале, и вот так туда-сюда открывается, закрывается. Мгм. Так, а Так, кто в секторе магии находится? Приказываем так проявиться. он же и Он находится? находится. Ну да. Мгм. Этот человек, вот они вместе, и этот Дугин. Ага. Так, а спроси у этого Дугина, можно ли с ним поговорить? М, Сразу на нем появилась такая черная звезда пятиконечная. Он на меня вот так рисует, что-то, какие-то знаки делает и говорит, что он экзорцист. Мгм. Он говорит, Так, что он приятель духов. Приказывай ему забирать его все воздействия его же руками. И карму ему отдавай. Но он очень сильно уменьшился и стал такой малюсенький и черный. Мгм. Так, а с какой целью, считай, Виктория, с какой целью он устроил этот взрыв? Я слышу подстава Так. и вижу какое-то событие, как будто в подвале кто-то идет с какими-то то ли факелы, что-то, то ли какие-то лампы. Группа людей заходит. Мгм. Группа людей заходит, и они а, план у них план. Так. О, ставка фюрера. Странно. Мгм. Бункер. Так, а что это за группа? Кто в ней? Приказываем проявиться в соответствии их физическим ДНК, встать в ряд. Считываются главные экзорцисты страны. Так, пусть приказываем стать по старшинству. Самому главному приказываю отвечать, кто он такой. Я там увидела так: Кирилл, потом я его не вижу, но что то идет Собянин, Мгм. потом, Мишустин, потом идет, имя я его не слышу, а лицо вижу. Этот, у которого жена на льду катается. О, не знаю. Ну, глаза такие у него, М. как у лягушки. Ну ладно, найдем. Так, 4 или еще кто-то И там он, есть? вот этот стоит, Дугин, да? и Дугин стоит. Мгм. Так, что у них за план, Виктория? Давай посмотрим. Я вижу, что они стоят, они делают как будто какой-то ритуал. И я вижу, что вот этот черный стол, над которым они, как-то так, а, Мгм. наклонились, открывается портал, и они что-то с этого портала достают. Какое-то вот такое скрюченное черное существо с рожками. Это как, младенец, который рождается, но он какой-то большой и черный такой, с рогами, с хвостом. Мгм. Младенец. Они берут этого, э, не знаю, кто, Младенец? ну, этот черт, а Ага. внутри, э, свечение такое идет. И они это существо берут и вот так как-то, как эта звезда появляется черная, и они его распинают на Мгм. этой звезде. Так, а что светится там у этого черта? Сейчас вот так интересно, этот хвост, он уходит вниз, в этот, портал, Мгм. он весь такой черный, лежит, смотрит.
а его пиндер вот так эрогированный стоит, торчит, красный. Вот Так. что же они делают такое? Ты, Виктория, говорила, там что-то светится у этого черта. Оно как бы Внутреннее не в нем свечение. светится, а оно светится там внутри этого портала, там далеко. Ага, понятно. Какая-то такая, как это, дуга. Мгм. Оно Так, считывается ладно. как-то замороженный свет, как будто бы вот свет, который вот так светил, вдруг застыл. Мгм. Так, Виктория, считай, что является объектом этого света, источником? Оно считывается серп, и я вижу, что считывается коммунистический серп. Я вижу, что там такие люди, как будто трава растут, фигуры Мгм. такие несчастные и поникшие, а их берет такая рука из сектора интерферентов. Сейчас будем смотреть, кто. И вот этим серпом вот так их, как колосья, в кучу и жнут. Мгм. Считывается террор. Это эгрегор террора. И в этом же эгрегоре я вижу вот эти Хайль Гитлер, вот эти выбросы руки, и слышу эту немецкую речь. Мгм. Вот. Так, жертвы террора, значит, там ходит. Да, Так, понятно. Давай вернись, Виктория, к этому событию. Вот этот черт лежит с эрогированным членом. да. Что там происходит дальше? Что за ритуал они делают, эти экзорцисты, в кавычках? Они говорят, что они поднимают дух Сталина. И я Так. вижу, Мгм. что в этом черте есть вот эти энергии, вот так, как я смотрю, другие измерения, то там лежит этот вождь. Он так и считывается. Ленин, вождь, но он такой какой-то маленький. Мгм. А, Так. А что в этот момент на физическом плане происходит, Виктория, посмотри. Я слышу культ, Мгм. культ жертвоприношения. Я вижу, что образовывается какая-то энергетическая связь. А вот вверху этот черт, ниже, ну, в этом портале, который Мгм. эгрегор этот ведет, жертвоприношений, террора. Мгм. Тут Ленин внизу, а этот черт это как вытаскивает Сталина, а посредине вот это какое-то как горошина. И она там как механизм, эта горошина, начинает это все вертеть. А, Мгм. Так. А что является жертвой? Кто жертва у этого жертвоприношения? ну, я слышу кукла. Ага. Так. А горошина вот это что за... Ну, вот эта кукла и есть в этом платочке. Ага. Дарья. Но это как бы не она. Или это она считывается как клон, а не человек. Сейчас нужно будет посмотреть, жива ли она, что там происходило. Мгм. Так. Ой, я вижу сейчас этот момент. Я вижу, что кто-то едет в автомобиле, Мгм. и этот человек в эфирном плане как будто привязан и кляп во рту. Так, что это за человек? Читай, И Виктория. он М. сейчас, и в Мгм. эфирном плане я вижу, что он как, слышу, подселен. То есть вот этот черт подселен в этого человека. И потом этот взрыв.
Но это Мгм. мужчина, это не Дарья была. И Так. когда был Мгм. этот взрыв, то этот черт в этом мужчине вот так вот раз и упал на сиденье. И это как эта деревянная кукла. Ну, как кукла, как палочка, на которой шарик такой с платочком. А Мгм. на шарик, ну, такой странный, считывается как вот это слово постоянно идет, экзорцизм. То есть на самом деле это подселение. Экзорцизм — это не изгнание духов, а это подселение духов. И Мгм. вот я вижу, что этот ритуал — это как раз они какой-то ритуал сделали. Так, Виктория, вот этот человек, который с кляпом во рту, это живой человек, читая информацию? Да, живой человек, и он почему-то вот так. Я вижу, что у него полосатая одежда. Мгм. Вот так вот. Вся одежда полосатая. Он считывается как вот пленный концлагеря. Ага. Виктория, давай найдем эту душу этого пленного до того, как взорвалась машина. Да. Спроси у него, можно ли с ним поговорить. Да. Мгм. Спроси его, как его зовут. Но я слышу. Я слышу Степан. Мгм. Степа. Спроси у Степана, он осознает, что его вот хотят взорвать в машине? Вероятнее всего, что его душа, возможно, это его звали так в том воплощении, потому что я вижу, у нас же, по-моему, сейчас, ну, вообще-то в России все может быть, но я вижу его как в концлагере. Его вот так держат за ноги в секторе интерферентов, и у него Мгм. кляп во рту, и какая-то звезда вот здесь как будто пришита, черная звезда. И, и он вдруг вот так мне показывает мизинец, руку вот так, а на мизинце такое черное кольцо. А там Так. считывается печать дьявола. Масон. М. Мгм. И он говорит, что снова вот это, что ему дали взятку. Как-то его семье, что ли. Мгм. Понятно. По отношению к нему его семья тоже находится в секторе магии. Мгм. И куда бы я ни посмотрела, я вот это слово слышу — экзорцизм, Мгм. подселение. Так. Я вижу, что он едет, и у него гипноз. Его загипнотизировали. Он вот так мчится, и там такая стена. Мгм. А у него такие глаза, вот это как гипноз, и он до этой стены доезжает, и включается этот тумблер, и взрывается автомобиль. Так, И он понятно. полетел, и он полетел. А вот этот дух, то есть этот черт, он как Мгм. бы вместе с этим, с его душой. И так полетел, и прямо в руки этих, кто находится в секторе интерферентов. И они его так ухватили и вот так как положили в какую-то плоская такая черная штука. Это пространство Мгм. смерти души. Пространство смерти души.
Понятно. Так. Вот этого Степана, спроси его, хочет, чтобы мы ему передали там алгоритм освобождения? Хочет он освободиться Нет, от... Мгм. у него весь рот набит чем-то. ам, Мгм. Ну И ладно. это как кляп. Он говорит: "Нет". И он говорит: "Меня нет". Его нет. Он в пространстве смерти души, он пошел на утилизацию. Он предал себя, он продал себя, свою душу, и его нет. Так и, Мгм. поэтому я видела, как это все слепилось в кучу. Хорошо, Виктория. Отсоединяйся тогда от этого Да. Степана, поднимайся выше. Мгм. Так, а давай посмотрим, где сейчас находится эта Дарья. Найди в эфирном пространстве эфирное тело Дарьи. Я слышу, собирает чемодан. Мгм. Я вижу, она сидит, собирает какой-то чемодан. Чемодан тоже связан с сектором интерферентов. Черные эти энергии. Мгм. Говорит: "Лягу под нож". Она собирается в Дубае. Мгм. Пластическая операция, Дубае, ну понятно. А, открыла, я подумала, что в чемодане. Я, смотрю, а там, как будто бы в чемодане все заблестело, как будто бриллианты, полный чемодан бриллиантов. Все блестит. Мгм. Понятно. Так, ну с Дарьей, я думаю, все понятно, Виктория. Да. Отсоединись от нее. Мгм. Так, давай посмотрим на этот ритуал, Виктория, что они проводят. Давай у этого отца Дарьи спросим, какова конечная цель проведения ихних махинаций. Он говорит: "Настроить систему убийств, Мгм. убийство нации". И сейчас это, украинский флаг, э, появился. Мгм. А, Вдохновить. Вдохновить воинский, дух мгм. и, считывается поощрить, поощрить воинов. А кто эти воины? Мгм. Кто эти воины? См- Какие-то люди сидят, и считывается, как-то вот так слышу, отщелкивают бабки. Мгм. Олигархи. М, Так, много их там, Виктория, этих? Много. Мгм. Их, наверное, хотели напугать, чтобы они денег еще больше дали на войну, на, убийство, нации. Понятно. Интересно звучит нация, украинская нация. Так. Нация — это вообще-то очень, говорит о высокоразвитом сплоченном обществе, которое объединено общей национальной, духовностью и Мгм. сплоченностью. То есть на самом деле национализм — это, степень, а, э, ну, развитости, общества. А нацизм — это когда одно, неразвитое общество, то есть которое М. не сложилось в нацию, потому что оно не может сложиться, потому что с разных народов состоит, вот как разбросано все.
И это, как бы, я слышу слово зависть. То есть потому что вот эта нация, она, я Мгм. вижу, такой полноценный шар. Где вот эта вся происходит эта ситуация, как Россия, это как разбросано все вот такими вот кусками, разноплановые. То есть каждый национальный какой-то субъект, он по-другому, и он несовершенный, потому что подавляется общей волей Кремля. А Мгм. в Кремле вот это, управляет всем, слышу, мертвецы. То есть вот эта конструкция Ленин, лежит вот этот труп Ленина, основа всего этого управления и Советского Союза, этой коммунистической всей дряни, это все для того, чтобы вытащить вот этот дух терроризма Мгм. наружу. Хорошо, Виктория, давай вот эту информацию, которую мы сейчас в сеансе получили, передадим вот этим олигархам. Пусть они знают, что их дурят. Но они говорят, что они знают. Я вижу, что они собирают деньги, как Мгм. сумки в такие, Мгм. и пытаются убежать, но убегают они почему-то в этот портал. Ясно. Хорошо, Виктория. Тогда эту информацию о сеансе давай распространим по эфиру, по эфирному плану людям, Да, и чтобы я знали. услышала: Дарья Дугина жива. Мгм. Хорошо, распространяем эту информацию. Да. А вот этим, кто нарушает коны э, Первотворца, передаем информацию, что они воздействуют на человеческое сознание, и мы им запрещаем воздействовать на него, приказываем им забрать все их ритуалы с чистого эфира, пусть забирает это все ихними руками, и отдаем им карму за воздействие. Что интересно, вот, то вот это жертвоприношение, типа этой Дарьи, этой куклы, Мгм. оно, разрушилось, потому что мы это увидели, и оно уходит на утилизацию. Мгм. И лично я запрещаю вторгаться в пространство священной вселенной и проводить вот эти магические ритуалы. И приказываю всем забирать этим участникам их карму за ложь, за воздействие на умы миллионов людей, М. за эти провокации и за их магию. Да, приказываем забрать все эти последствия ихних воздействий. Пусть принимают, приказываем им принимать ихнюю карму. Мгм. Это и происходит. Они как будто бы в рот себе пихают эти энергии, и я очищаю все пространство. И Хорошо, снова Виктор. слышу: Дугина жива. Отлично.